рад приветствовать всех на своем канале. С вами Барыльченко Татьяна. И, наконец-то, видео о моих новогодних игрушках на елку, которые я в этом году решила украсить своими руками. Сегодня только 24 декабря, но у меня больше не будет времени снять это видео. Хотя до Нового года появится еще как минимум 2-3 игрушки однозначно. Но сейчас я вам покажу то, что уже накопилось на сегодняшний день, именно отшитое в этом году. Конечно, у меня еще есть некоторый запас игрушек с прошлого года, много я раздала, но надеюсь, что, собственно, моя елка не будет выглядеть бедной, лысой и голой. Ну, собственно говоря, у нас в помощь всегда есть красивые огоньки, фонарики, бантики, которые мне подарили девчонки, и колокольчики, которые не возбраняется, собственно, повесить, украсть, разбавить немножечко игрушки. Итак, не рассчитывала я, что буду отшивать так много деревяшек в этом году, но много не мало, поэтому, в общем, что получилось, то получилось. Да, вы можете заметить, что я отшила Санта-Клауса. Его, наверное, только ленивый не отшил. Ну, красивая игрушка, однозначно. Красивая, проработанная, интересная, поэтому он у меня будет. И я еще очень хотела отшить 2 снеговика. Вот такой крыс у меня или мышь будет. Еще есть такой же в зеленой шапочке. И очень бы хотелось его тоже успеть отшить. И да, 2 снеговика в цилиндре и в теплой шапочке тоже бы очень хотелось успеть отшить. Но это уже, наверное, нереально, хотя все возможно. Но будут сейчас очень насыщенные дни и будет не до того. Если вы помните новинку от Wood Stitch, вот такой мышонок, очень симпатичный. Конечно, эти два мыша очень отличаются друг от друга. Этот такой тинейджер, молодой такой, а это детсадовский малыш, у которого мир такая мордашка милая, мультяшная. Поэтому вот они, собственно, хоть и разные, но очень красиво выглядят. Так. И я вам в одном из видео показывала наборы мозаик от Crystal Wood, по-моему, как-то так называется, в общем, не помню точно. Вот такой мышонок, которого сделала, да, сделала моя дочь. Его можно использовать с магнитом, можно без магнита. Да, вот так. На подставку. Мы сделали 2 мышонка, одного уже подарили в школу. Ну и я буду доставать из этой коробки игрушки и вам показывать, что же у меня наваялось, да. Ну, во-первых, какая елка без макушки. Вот такая у меня получилась красивая макушечка новогодняя елочная. Я думаю, что это будет как бы завершающим штрихом таким на елке. Смешно выглядит, но имеет место быть. Вот такая игрушка. Это делал мой ребенок. Пока мы шли по дороге, она потеряла вот это ухо. И мы заменим его на розовые ушки, которые вырезаны у меня для детского мастер-класса. Это они делали буквально за 45 минут на уроке. Сами вырезали, сами выкроили. Мой ребенок выбрал белую мышку, кто-то делал розовую и так далее. Ну, собственно, почему нет, да? Вот такая игрушка, над которой когда-то мы, наверное, посмеемся, когда ребенку будет лет 18. Но на сегодняшний день для меня дорого и это украшение в том числе. Помните все мой шарик. Мозаика, да, мозаика, правильно сказать. Начала я, закончил супруг. В общем, вся семья наша приложила руку. По-моему, я сделала очень длинный хвостик, и его не мешало бы на самом деле укоротить. В общем, посмотрю, что я сделаю для этого. Вот такой классный шарик, он очень легкий, диаметр примерно сантиметров 10, он не очень большой, поэтому на елочку он... на елочке он будет смотреться очень хорошо. Да, надо бы покрыть лаком, потому что однозначно пыль садится на вот эти вот места, и они выглядят не очень красиво. Липкий слой сейчас подсыхает, и ощущение такое небрежности. Так, ну, коль мы заговорили о мозаике, вот у меня целый ворох игрушек мозаичных, двухсторонних. Это все от той же фирмы. Вот такой вот снеговичок. Это делали мои дети, сын и дочка. Каждый по чуть-чуть сделал. Это подарок такой новогодний. Веревочки я стараюсь делать все одинаковые, потому что, как ни крути, ну, они золотые, они украсят елочку сами по себе вместо дождика, да.
Хотя можно было и какие-то прозрачные ниточки повесить. Вот такой венок новогодний. Ну, все они двухсторонние, да. Санта-Клаус. Вы видите, как стразики переливаются. Пряничный такой, как это правильно сказать? Человечек. Олень. Или лось? Олень. Стразы, конечно, играют. Вы видите, очень красиво. Таких игрушек 10. Валеночек, носочек. У нас просто есть дома елочка еще маленькая. И эта маленькая елочка будет, наверное, украшена вот этими вот маленькими игрушками. Хотя эти игрушки достойно будут смотреться и на большой елке. Ну, вся семья, в общем, принимала участие в создании новогодней елки в этом году. Ну и такой двойной подарок. Мне кажется, такие игрушки тоже хороши, сделанные руками детей. Представляете, лет через 10 они будут на все это смотреть и улыбаться, как они старались. Ну, собственно, почему нет? Это на то все и рассчитано. Да, были еще невышивальные игрушки. Это моя игрушка, сделана на третьем вышивальном фестивале. Потом я решила, показала нашей учительнице, и мы с ребятами в классе шили таких мышек. Вот такая мышка моей дочери. Единственное, они у меня без крепления. Мне нужно позаботиться о том, чтобы пришить сюда ну, держание, веревочку, да, крепление какое-то. Вот такие две мышки симпатичные будут у нас висеть на елке. Так, с вашего позволения, я буду уже нырять сюда. Вот такой щелкунчик, вы его помните от вот Stitch. Так, как бы вот так, наверное, я сделаю. Вот. Вот такой симпатичный щелкунчик. Очень мне понравилась эта работа. Он такой довольно приличных размеров. Он не маленький. Ну, вот вы видите, да. К нему у меня еще есть балеринка, вернее, будет балеринка, солдат-страж Мышиного короля и Мышиный король. Они у меня тоже лежат. Вот-вот прям вытащить и отшивать. Но все не успеть просто. Да, самые интересные герои, последние герои мои, это лиса и заяц. Прям просится из сказки «Заяц и лиса», да, помните, у лисы была избушка ледяная, а у зайки лубиная. Ну вот так, да, вот такие вот герои, это новинки, я их отшила, только получила, сразу села и потратила время и отшила. Сзади у лисы задник такой рыженький, ну, соответственно, а у зайки такого же цвета, как он сам. Может показаться, что зайка может быть какой-то невыразительный, но это не так, он совершенно очаровательный. Лисичка хороша. Она такая, скорее, лиса Патрикеевна. У нее такой прищуренный мелкий взгляд. Такой, знаете, явно что-то задумавшийся. Потрясающе красивый пушистый хвост. Сразу на ум приводит сказка «Мерзни, мерзни, волчий хвост», да. В общем, лиса героиня многих сказок, и причем, хотя мы всегда считаем, что она отрицательный герой, но для меня она всегда занимала нейтральное место. Ее ум, интеллект и хитрость всегда заставляли меня уважать ее, поэтому как-то вот мне понравились эти две игрушки. Да, я не показала, у щелкунчика задник у нас красный. Так, что у нас еще отшилось? Не так много у меня, кстати, игрушек получилось. Шапка и свитер от Wood Stitch. Такие симпатичные. Еще лежит шапка со свитером зеленым, красно-зеленым, в каком-то таком цвете. В общем, интересный, но вот не вышила я, не вышила. Вот я беру вот эти в руки игрушки, у меня такое ощущение, как будто вот прямо что-то основательное. Мне кажется, я даже, да, основательно, они, не знаю почему, может быть, чуть-чуть толще фанера, но вот ощущение, что я прям держу что-то такое надежное в руках. Так, ныряем еще. Ну, может быть, если помните, у меня вот такая игрушечка на прозрачной основе вышла в этом году. Очень она мне понравилась. Я готова взять всю серию этих игрушек, потому что рисунок самый симпатичный, какой может быть для елочной игрушки. Современный такой, стильный. И главное, яркие, красивые цвета использовали здесь. Так. Ну, не удержалась я, вышла еще одну новинку. Это вот такую звезду. Кстати, наверное, звезда мне доставила самое большое удовольствие в отшиве. Несмотря на то, что у нее 5 концов, я ни разу не зацепилась за эти кончики звездочки. Ну, в смысле, за вот эти, ну, может быть, разик, да. Вот такая красивая звездочка получилась.
Мне она очень нравится. Да, вы можете заметить, что ни одной игрушки у меня не покрашено, да. Но не крашу я игрушки, потому что на самом деле они выглядят очень естественно, ничего не отвлекает от восприятия, ну совершенно ничего. Поэтому, мне кажется, я бы, вот, я не хочу зарекаться, но я и в будущем не собираюсь, собственно говоря, красить. Ну, по крайней мере, пока я не вижу в этом никакого толку. От вот Stitch есть еще одна очень красивая игрушка. Мне хочется еще синий фонарик там купить. Очень хочется. Я обязательно это сделаю, потому что игрушки проработаны очень красиво, очень интересно. Многие девчонки жаловались, что у них там облетел цвет золотой. У меня ничего не облетело, все прекрасно, и я очень довольна. Хотя имеет смысл, чтобы избежать этого в дальнейшем, может быть, побрызгать лаком эту игрушку. Вот так выглядит фонарик. Вышила я эту лошадку. Вот здесь был велик соблазн, надо ниточку убрать. Велик был соблазн покрасить ее, потому что мне хотелось вот здесь сделать несколько интересно. Но эти лошадки в принципе деревянные, и может быть и оправдано, что она остается в таком натуральном цвете. Эта лошадка, несмотря на свои небольшие размеры, довольно сложная, ну как бы сказать, для вышивки. Какой-то не было логики, по крайней мере пока. Вот здесь не было, вот здесь-то уже все логично. И я не видела, думаю, что за мешанина. Потом я увидела, что здесь какие-то треугольники все-таки какие-то планировались, да. И когда я уже поняла, что смысл какой-то есть, для меня во всем должен быть смысл. И вот не хаотичное пришивание бисера, и я тогда уже работа полетела, собственно говоря. Так, что же у меня еще отшилось? Так, если говорить про волшебную страну, к сожалению, большому, сегодня я вспомнила, что у меня в сумке, которую я ношу на работу, есть вот такая хрюша. Да, я взяла ее давно, носила, негде вышивать, не получалось никак. И я поняла, что если я в этом году эту хрюшку не отошью, то я еще очень не скоро из-за нее возьмусь, а провожать нам кого-то надо. Поэтому на елочке будет висеть еще эта хрюня. Сегодня я надеюсь очень найти время закончить ее. Такую симпатяшку упитанную от волшебной страны. Да, если вы не видели ее раньше, вот так она будет выглядеть. Вот. Ну, извините, показываю не закончено, потому что, ну вот, только вспомнила, что она у меня лежит в сумочке, в косметичке, где я пытаюсь вышивать ее на работе. Вот, хрюню убираем. И были у меня еще две игрушечки. Если вы помните, здесь зашивки не очень много, но тут оформление отняло время. Вот такая в деревянной заготовочке тоже. Красивая игрушка, как мне кажется. Вот таким образом я ее оформила. Они уже с веревочками. Да, на все игрушки мне нужно будет прикрепить веревочки. Вот эта игрушечка, она тоже оформлена, только здесь мы оформляли бисером. Кто не видел это видео, есть в видео. И вот такая игрушечка, вот так она оформилась. Если здесь я просто сзади ее затонировала, то здесь я что-то еще сзади попыталась украсить каким-то образом. Вот такие красивые игрушки. Ну, как мне кажется, они пухленькие. Не настолько, что прям совсем безобразно, но такие достаточно упитанные. Так, были еще игрушки из фетров. Ой, ну что же я вас обманываю? Из велюра. Сейчас я... Да, я забыла сказать, что есть еще игрушка руками моей дочери сделанная. Это что-то совершенно очаровательное, что-то совершенно для меня воздушное. Посмотрите, такая коробочка, обклеена такой красивой ленточкой. Она чуть-чуть длиннее, но уже размера спичечного коробка. И она, смотрите, я вам сейчас покажу, что представляет собой сама игрушка. Она такая игрушка с секретом. Это сосульки, это елочка, а это снежок. Вот там стразики такие, снежинки в виде стразиков. Ну, в общем, представляете, вот пройдет время, а эти игрушки будут у меня в памяти. Дети уже вырастут, уйдут из дома, а я вот буду хранить память о том, как мой ребенок своими руками что-то вот такое нежное делал. Да, я же хотела еще сделать игрушки из велюра. Не очень преуспела в этом, но не отчаиваюсь и очень надеюсь, что так и будет. Вот такая замечательная мышка Снегурочка. Я ее расшила бисером, немножко украсила контурным таким карандашом.
И расшила слегка вот пайеточками. Тоже где-то я показывала. Вот тут бисер, бусинка. Она сшивалась специально. Ей придавался объем вот за счет каких-то утяжек, да. Ну, в общем, вот такая замечательная мышка у меня еще будет висеть на елочке. Ну и почему-то эта игрушка мне понравилась особенно. Это вот такой колокольчик, опять же, от велюриков. Это абсолютно велюровое полотно. Вы видите, да, я немного, опять же, украсила глиттером. Вот не глиттером, а контурным золотым карандашом. Где-то нанесла какие-то вот рисунки. Другим карандашом я нанесла снежок, бантик и колокольчик с обоих сторон. И это абсолютно живая такая музыкальная игрушечка, которая будет висеть, такая немного состаренная. Она будет висеть у меня на елочке, извините. Да, вот видите, вот это все я тут пыталась рисовать. Ну, насколько у меня это получилось, не знаю, но тем не менее. Кто помнит мой астролист Stella Artis, это тоже такая новогодняя игрушечка. Для елочки она очень симпатичная. Вешать на елочку ее и можно, и нужно. На что-то другое девочки вот делали брелки на ключи. Но брошь как-то банально, так чего-то мне здесь явно не хватает в ней. Но в целом игрушка такая довольно симпатичная, объемная, блестит вся, переливается. Поэтому как елочное украшение она будет просто изумительно. Вот я вшила ей держатель. Так, уже на столе места не хватает. Что же еще было в этом году? Да, что-то я вам не все показываю. У меня есть что-то еще. Так, мы сейчас уберем коробочку. Если вы помните, я не для елочки делала, а для гирлянды вышивала, а потом сшила. Есть мастер-класс, поэтому носочек рукавичка от Мика. И здесь носочек рукавичка от Мика. Их планировалось гораздо больше, но за один год я явно не могла этого успеть, потому что в самый последний момент какой-то мне пришло желание все-таки сделать елку рукодельную. Поэтому вот эти носочки, возможно, прищепочками какими-то я закреплю на елке в этом году, а уже на следующий год я рассчитываю сделать все-таки гирлянду. Мне очень понравилась идея Ларисы Черновской. У нее есть свой канал, она есть в Инстаграм, очень толковый, такой талантливый человечек, который выдумщица, конечно, она здоровская, золотые ручки у нее. И она сделала из таких варежек, носочков, ну, по-моему, из варежек, она сделала адвент-календарь. Вот. Идея, кстати, просто обалденская. Такая вот работа имеет место быть. Ну, что-то я вроде говорю, показываю много, а на самом деле стол-то пустой. Ну, может быть, кто-то помнит, я в этом году еще делала из велюрика вот такой вымпел новогодний. Мне кажется, что для елочки он крупноват. Да, у меня не все оформлено, к большому сожалению, к Новому году, но у меня еще есть время. У меня будет еще один вымпел из 3 вышитых круглых игрушек вот такого типа. Надеюсь, я успею его сделать. Ну и вот этот вот новогодний вымпел, который, собственно, мне очень-очень нравится. Так, что же я еще? Да, повешу на елочку. Итак, я думаю, что вот эти вот игрушки, которые я делала в этом году, ну, как мне казалось, они хорошо подойдут к Пасхе, но они отлично будут выглядеть на елочке в качестве новогодних украшений. Так, и вот еще одна такая же игрушечка. Очень красивые, очень изящные, небольшого размера. Такие интересные, современные, ну, скажем так, современные техники, очень популярные, модные теперь, нынче. Вот такой фонарик. Я, честно говоря, почему-то называла это сосульками, но это все фонарик. Это от Wood Stitch фонарик такой симпатичный. Я точно не помню, мне кажется, вот это я вышивала в прошлом году уже, и не вспомню, честно говоря, когда что отшивалось. Вот,
Эта сосулечка вышивалась точно в прошлом году на пластике, на прозрачном. И вот у меня есть такая игрушечка от созвездия. Когда-то я подарила набор для вышивки в смешанной технике Олечке, я умница, моей подруге. И она вышила и подарила мне обратно. В общем, вот такая красота. Ну и еще одна игрушечка была вышита. Игрушка в этом году. Что-то я прям все такая елочка, игрушечка. Запачкала, что ли. Игрушка. Вот такой колокольчик. Он действительно хорошенький. Мне очень нравится. Я как представлю, что мне сейчас привязывать ко всем игрушкам завязки. Аж как-то грустно становится. Ну и, может быть, кто не помнит, у меня есть еще коллекция вот таких пенопластовых шаров Кимикоми. Вот они, красавчики. Эта коллекция, громко сказано, это 3 шарика в одной стилистике, в одном цветовом решении сделано. Вот. Начинала я, пожалуй, делать вот с этого шарика. Проснулась моя красотка-кошка и начинает сопровождать пением мое видео. Вот. Конечно, самое сложное в этом было, это был первый опыт для меня, это разделить на вот такие сегменты, сделать все ровным, расчертить, особенно вот эти вот круглые элементы, они такие. И самое главное, потом продумать, как плавно сделать переход от... Ну, вы понимаете, да, вот этой ленточкой от одного шарика, от одного круга к другому. Украшены они все вот таким образом. То есть здесь нет никаких лишних кисточек, ничего. Здесь вот банты, ленты, завязки. Вот здесь даже у меня такая вот набалдажничек такой. Хорошие шарики на самом деле. И вот еще один у меня такой интерьерный шар есть. Этот шарик сделан мной, это самый мой первый на мастер-классе под руководством специалистов. Я его уже не раз показывала, мне он очень нравится. Вот он весь такой красивый, из хорошей ткани сделан. Такой, он не новогодний, он скорее интерьерный шарик. Вот. Ну, тоже пенопластовый шар диаметром 8, по-моему, миллиметров. Так, что же еще? Есть у меня еще вот такой Кимикоми шарик, но я сейчас понимаю, что весовая категория этого шарика пенопластового совсем, вот вы видите, да, какой он легкий. И этот шарик такой довольно увесистый, такой тяжелый, хоть он и тоже у меня такой красивый, с колокольчиком. Мне кажется, он крупноват даже, потому что вышивка бисером, она заняла некоторый объем. Скорее, это не елочная игрушка, а такая интерьерная немного игрушка. Да, вот вы видите, как прекрасно этот шарик обтирается, и мне надо срочно его забрызгать лаком. Так, что же еще я вам не показала? В конце прошлого года я вышила, уж не помню, вот это солнышко. Вот такая елочная игрушка. Она такая, ой, что-то ее повело, что ли, помялась. Такая пухленькая, такая хорошая игрушечка. Здесь у нее глазки открыты, здесь у нее глазки закрыты. И в начале этого года к ней я сделала пару, потому что я в прошлом году не успела. И вот в первых числах января я закончила месяц такой с закрытыми глазками, с открытыми глазками. Закрытыми и открытыми, да. И тоже оформила в пинкипчик в такой. Симпатичные игрушки, но они скорее рассчитаны на елочку такого большего, скажем так, размера, нежели моя. Моя, наверное, 1,20 м, не больше. Сегодня я пересматривала свой мастер-класс по созданию такой игрушки. Конечно, долго смеялась. Все было так наивно и смешно. Сейчас я делаю немного по-другому эти пинкипчики. Но, тем не менее, такой пинкип вроде как тоже имеет место быть. Сегодня я еще случайно увидела у одной девушки, как она делала пинкип. Она не показывала, но рассказывала. И она сказала, по-моему, Анна Крустич, что диаметр вот этого шнура должен быть 3 миллиметра. Никакой другой не подойдет. Но это, конечно, звучит смешно, потому что у всех разная толщина пинкипов, диаметр пинкипов. У кого-то это должен быть толстый шнур, у какой-то игрушечки это должен быть тоненький шнур, да. Мой явно 5-6 миллиметров диаметром, он закрывает большую поверхность, прячет все недостатки, поэтому вот эти игрушки, конечно, хороши, но, скорее всего, они не будут висеть на моей елке.
Ну и вот этот мой кубик такой бедный, он лежал на самом дне коробочки, помялся, надо его привести в порядок. Такой кубик, как она, хрустальная снежинка назывался, да, по-моему, от Элла Артис, если не ошибаюсь. Но он тоже такой, мне кажется, достаточно увесистый. Можно ли его повесить на елку? Большой вопрос. Только в качестве интерьерного кубика или на камин, потому что если вот я говорю, вот эти еще шарики, вот эти пенопластовые фигурки, вот это, кстати, очень тяжелая фигурка пенопластовая получилась. Видимо, здесь столько металла, столько всяких украшений. Ну да, бусин, бисера, пайеток, она такая тяжелая. По сравнению даже вот с этим большим объемным шариком. Поэтому, а это, кстати, да, это полегче немного игрушечка. Такой колокольчик получился. Вот, моя кошка говорит уже, что пора заканчивать это затянувшееся видео. Многие из вас уже все это видели. Я уберу эти шарики, чтобы создать. Итак, вы видите перед собой большое количество игрушек, которые будут висеть в этом году на моей елочке. Сейчас я включу музыку для вас, чтобы вы могли рассмотреть подробнее каждую игрушку. В этом году я планирую еще обязательно выпустить несколько видео, поэтому надолго с вами не прощаюсь. Сейчас вам говорю просто до свидания, а вы не отключайтесь.